Вот такой обалденно вкусный, аппетитный ужин я сегодня сделал. Курица с фасолью, картофельное пюре и кисель, горячий шоколад с вареньем. А если вы желаете узнать, как это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. И как всегда я на кухне, и сегодня я решил сделать новое блюдо. Это курица с фасолью. Это обалденно вкусно, делается немножко берет время, и к этому на гарнир я решил сделать картофельное пюре. Я не буду показывать, как я буду делать картофельное пюре, потому что у меня уже там множество видео есть на YouTube, и делаю всегда одним и тем же способом: картошка, соль, перец и холодные сливки. Это мой коронный рецепт картофельного пюре. А ваше внимание хотел бы уделить на приготовление курицу с фасолью. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Итак, для гарнира здесь у меня картошка вычищена, вымытая, залитая водой, пускаю теперь на плитку. А мы тем временем займемся курицей. Кусочки курицы я сейчас их порежу пополам и слегка пережарим. Ну, еще немножко подморожено у меня, не отморозилось. Ну ничего, нам надо слегка только пережарить это. А здесь я взял такую кастрюльку, которую можно жарить тоже. Сюда залью немного масла. Я пользуюсь всегда подсолнечным постным маслом. Нам надо только слегка пережарить кусочки. Включаю газ и отправляю курицу сюда. Помешаем. Пока курица обжаривается, мы порежем лук. И сразу порежем один сельдерей. Так. Так, и теперь добавляем сюда лук. Итак, для этого блюда я буду пользоваться бобами или фасолью с банки. И нам понадобится томаты в соусе. Так, очень хорошо. И теперь мы сюда добавим томаты и фасоль. И поставим на маленький огонь, и нам надо, чтобы это потихонечку тушилось на маленьком огне, часок примерно. Так, и в то же время мы сейчас добавим сюда порошок чеснока, сельдерей, тимьян, перец, соль,
солим по вкусу. И сюда же я добавлю, у меня растворимый дым. Он даст очень привкус дыма. Если этого нет, то не надо добавлять. Он такой привкус даст, как будто это сделано на костре все. И теперь я сейчас накрою. И пускай потихонечку тушится на маленьком огне, время от времени пока помешиваем. Так, еще раз повторяюсь. Мы развели какао-порошок вместе с сахаром. Все перенесли в эту кастрюлю. В кастрюлю мы долили молоко до 3/4. И все мы сейчас помешиваем, ждем до кипения. В то же время мы растворили наш крахмал. И как это у нас закипит здесь, мы тогда добавим крахмал. В то же время мы можем сейчас попробовать на вкус. Еще немного сахара. Сахар добавляйте по вкусу. Хотите очень сладкое, побольше сахара, поменьше. Не очень сладкое, поменьше сахара. Так, еще раз повторяюсь, я не помню, у меня камера была включена или нет, но дело в том, что я решил сделать сладкое блюдо или десерт к нашему ужину, а именно кисель какао или кисель с горячего шоколада. Это популярное блюдо было очень в Эстонии, когда я ходил в школу еще в студенческое время, и у нас в семье это блюдо любят. Что же я сделал? Я развел порошок какао вместе с сахаром, немножко молока, и потом все перенес в эту кастрюлю, где до 3/4 я долил молоко. В то же время я взял крахмал. Крахмал я растворил в молоке, и как закипит, мы крахмал добавим сюда в кастрюлю. И в то же время мы добавляем сахар по вкусу. Так, сахара мне достаточно теперь сюда. Как вы видите, крахмал хорошо растворился. Сейчас как закипит, мы добавим сюда крахмал. Итак, молоко у нас закипает. В то же время я помешал наш крахмал. И сейчас теперь мы добавим крахмал сюда в кастрюлю. Постепенно помешивая. Вот такой густой получается. И дадим пару минуток покипеть. И тогда можно выключить будет газ. Итак, кисель у меня закипел. Я дам пару минуток покипеть. Ну, конечно, также постоянно помешивать. И тогда через пару минут можно будет выключить газ. И на этом у нас кисель будет готовый. Подавать кисель можно, надо в холодном виде, в маленькой тарелочке, и сверху добавить немного варенья. Итак, посмотрим, что у нас тут творится. О, хорошо все это тушится. Итак, чтобы немножко было погуще, как соус, я добавлю сюда ложку растворимого соуса, что можно добавлять в горячую жидкость. А вам предлагаю развести 1 ложку крахмала и добавить крахмал. Это будет погуще и будет как соус. Но в моем случае меня выручает растворимый соус. Это будет погуще и будет... О, уже становится, смотрите, так как положено. Вот так. И накрываю, пускай потихонечку она продолжает у нас кипеть. А в то же время я нарезал сюда зелень, кориандр с укропом, который мы добавим в последнюю очередь. Итак, о, хорошо, здесь у нас все кипит. Теперь я выключаю газ. Посыпаем зеленью, и на этом у нас все готово здесь. Теперь мы ждем, как картошка у нас приготовится. Вот. Ну вот такой у меня аппетитный ужин получился. Десерт горячий шоколад или какао-кисель, который подается в холодном виде с вареньем.
курица с фасолью и картофельное пюре. Посмотрите, как аппетитно все это выглядит. Итак, сегодня поделился с вами еще одной идеей, что можно приготовить на обед или на ужин. А именно я сделал по новому рецепту курицу с фасолью. Получилось обалденно вкусно. И к этому на гарнир я сделал картофельное пюре, которое я вам показывать не стал, как я делаю, потому что у меня уже множество видео есть на YouTube, и я делаю всегда практически одним и тем же способом. И к этому на сладкое во время готовки курицы мне пришла идея сделать что-то на сладкое, и я сделал очень популярное блюдо в Эстонии, кисель с горячего шоколада или какао-кисель, который подается в холодном виде с вареньем. Это все обалденно вкусно получилось у меня. Сразу же, перед тем, как я буду прощаться с вами, хочу всех поблагодарить, что вы заходите на мой канал, ставите лайки, делитесь моими видео и подписывайтесь на мой канал. Я вам очень-очень признателен. Вы этим самым помогаете продвижению моего канала. Я вам очень-очень признателен. Большое вам спасибо за это. А на этой ноте хотел бы с вами попрощаться. Моя семья садится теперь за ужин, а вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.